Друзья, всем привет! Дожди идут, сад цветет, а у меня новые питомцы. Начало лета – это время цветения в саду очатков. У меня большая коллекция очатков, очень люблю всякие почвопокровные растения. Вот сейчас как красиво расцвел очаток в горшочке, я его очень люблю. Такой вообще неуходный, красивый. Вот так прикольно цветет. Я вам показывала уже, когда посадила в контейнер березку Тростдворф, решила замульчировать ее очатком едким. И вот в начале весны я просто так выборочно посыпала немножечко этих очатков. И посмотрите, какой уже коврик, такая лужайка, хорошо сохраняет влагу и очень красиво смотрится. А еще здесь выросла шольца, видно, семечко прилетело, но я ее оставила. А помните, в одном из роликов мы с вами создавали цветочные композиции весной? И вот до сих пор продолжают цвести анютины глазки, уже большие кусты. Иногда их подкармливаю. Вот до сих пор, начало лета, они уже такие нарядные. Часто говорят, анютина глазка цветет только весной, зимой. Ну вот нет, июнь месяц она еще довольно неплохо выглядит. Сейчас покажу вам еще одну плошку, которую я делала сама, как она сейчас нарядно выглядит. Она так разрослась. Это плошка с суккулентами. Вот они сейчас расцветают. Тут и очатки, очаток едкий. И вот готовятся цвести молодила. Вот сколько деток выпустили. Вот как она сейчас нарядно выглядит. Кто смотрел ролик, тот помнит, что композиций было 3. Сейчас покажу вам последнюю. Гвоздика до сих пор цветет и очень нарядная. Друзья, вот так вот цветет сейчас гвоздика. Такой уже большой, хороший куст. Я иногда отламываю вот так отцветшее соцветие. И она продолжает выгонять новые бутоны. Бутонов очень много. Чувствует себя вполне неплохо. И вот веточки ивы, которые я сюда воткнула, они тоже приросли. И получились еще и саженцы ивы. А рядом здесь у меня горшочек, который я делала сама. Я в него сажала карликовую канну. Но не знаю, по какой причине эта канна, в общем, сгорела, спрела. Она не вышла, я раскопала, там, в общем, ничего не осталось. И я сюда подсадила вот такую красивую синюю петунью. И к ней в компанию у меня было 2 саженца базилика. Вот сделала такую композицию. А вот показываю вам, как продолжает расти в контейнере канна. Вот она гонит огромный просто лист. Великолепная. Очень она мне нравится. Ребята, у меня еще не только новые питомцы, которых я вам скоро покажу, но у меня еще и новый садовый маф. Вот такой вот японский фонарик. Теперь украшает зону мою восточную, рядом с японским кленом. Мне нравится очень это сочетание. Клен Широсаванум ауреум. В ножках у него криптомерия серама. Очень так нарядно все смотрится. И здесь, в этой же зоне, сейчас покажу вам, как изменилась медуница. Я ее посадила во время цветения, листик был маленький. Цветонос сейчас ушел, отсох, и лист увеличился, и такой красивый, нарядный тропический листик. И смотрю, сейчас сзади посадила луковицу каллы, и она прекрасно взошла, очень хорошо себя чувствует. У меня здесь посадочная яма была изначально сделана для азалии. Поэтому здесь очень кислая такая хорошая земля. И я вот читала, что каллы любят кислый грунт. Вот посмотрим, как она будет развиваться. Ну и, конечно, покажу вам, как прекрасно сейчас цветет роза. Единственное, что неделю идут дожди. И под тяжестью мокрых цветов куст опустился. Пчелки летают вовсю. Но очень эффектно смотрится. Не знаю, как вам передать, сад наполнен таким волшебным ароматом.
У меня окна в дом, когда открыты, даже в спальню захожу, и стоит такой прекрасный запах, цветет жимолость каприфоль, такое жужжание сейчас у меня над головой, потому что она шевелится, сколько в ней пчелок. Волшебный просто аромат. Если вы любите не только цветущий сад, но и душистый, чтобы он был наполнен ароматами, то вы просто должны посадить себе жимолость каприфоль, потому что это такая сказка. Одного куста достаточно, чтобы рядом все благоухало. Посмотрите, как она классно смотрится в массиве, когда это много, высоко, здорово. Я вам очень рекомендую такое душистое растение. А вот рядом со мной магнолия, я вам ее постоянно показываю, я ее очень люблю, магнолия суланджа. Вот смотрите на ее прирост. Это прирост вот с весенней почки, вот здесь была вымершая почка цветения. И это еще не предел. Вот она продолжает расти. Я думаю, около полуметра в этом сезоне будут ее приросты. Вот такая красавица, такой шикарный лист. С каждым годом становится все сильнее и мощнее. А рядом с ней, вот сейчас смотрю, уже достаточно поднялся и уже выгнал бутоны. Болотный гибискус, это красного цвета гибискус. Вот смотрите, как блестят листья. Сам лист какой красивый. Будет огромный-огромный красный цветок. Покажу вам, когда распустится. И вот обращаю ваше внимание на купену, потому что она изменила немножечко цвет. И у меня даже была недавно подруга в гостях, и она ее аж не узнала. Говорит, это что такое с такими красивыми матовыми листьями? Так вот она, это купена. Вот она увеличивается в размерах, и лист становится действительно красивый, зеленый, и он такой матовый. Немножечко даже как будто серо-голубой. Красивое растение, так она мне нравится в тропической зоне, в сочетании с крупнолистными хостами, с папоротниками. Это очень красиво. Друзья, сад молодой, и вот в прошлом году первый раз я попробовала такое растение, как вереск, посадила. Это вереск лимонный. Вот лимонная у него окраска. Я вам хочу показать, я даже, честно говоря, не знала, будет ли он расти у меня. Вот смотрите, какие у него бешеные просто приросты. Вот такой красавец, он так хорошо с папоротниками тоже смотрится. Мне иногда говорят, это что у тебя за морская звезда? Так вот, какой красавчик вереск. Помните, показывала вам розовую жимолость? Вот были такие бутоны. И вот уже первое цветение. Эта жимолость пахнет немножечко по-другому. У нее какой-то даже запах, похожий на запах жасмина. Вот великолепный запах. Смотрите, цветок розовый, бутон становится такой сиреневый и расцветает внутри такой молочный цвет. А вот за этой перголой у меня растет японский клен. Был целый ролик ему посвящен, я его часто вам показываю. И вот показываю вам в изменении цвета. Клен у меня растет здесь в затенении. Конечно же, он не горит. И вот листик у него стал зеленый, с такой бордовой окраской. Молодые листики розовые. Ну, тоже достаточно эффектно смотрится. Я думаю, если бы он рос на солнце, был более освещен, он, скорее всего, был бы еще краснее. Но вот затенение дает такой цвет. А вот с этой стороны у меня растет моя красивая роза. Мне уже подсказали, это роза Цезар. Вот такая красавица. Дожди, тяжелые ветки опустились, но очень красиво смотрится. И тоже очень ароматная роза. И вот с этой стороны сейчас покажу вам, как красиво смотрится на фоне моей такой лещины краснолистной. Red Majestic. Вот сочетание темных листьев и таких вот светлых персиковых роз. Очень красиво. А также вам показывала, рассказывала одна из моих новинок весенних в саду. Это каликант цветущий. Вот была немножечко опечалена. Все бутоны изначально обсыпались, перестали развиваться. Листики замерли, и я очень потревожилась. Думаю, что-то с ним, наверное, не так. И вот сейчас он пошел в рост, выгоняет новые веточки и уже новые цветочки.
вот из новых веточек, именно они в пазухах старых почек. Наконец-таки тронулся в рост, пошел. Вот нравится мне очень, я дрожу и переживаю за это растение. Вот еще один из моих очатков в саду, так сейчас цветет с желтыми звездочками. Тоже посадила его, вот так оторвала веточку. И из этой веточки буквально за год вот такая розетка. Я им притенила корневую своей гортензии, гортензия Silver Dollar. Вот сейчас вам показываю и уже вижу, что у меня на ней сидит огромная мохнатая гусеница. Это просто вот проблема сегодняшнего дня. Идут дожди, я уже сделала 3 обработки и биопрепаратами, и системными препаратами. И вот все равно эти гусеницы везде появляются. Еще одно из моих любимых летнецветущих растений, цветов в саду – это Вероника. В прошлом ролике вам показывала начало цветения Вероники седой. И вот сейчас покажу, как начинает расцветать Вероника сорт Royal Candles. Это синяя Вероника, очень красивая, большие такие кусты. Уже начинает расцветать. У меня здесь несколько кустов, то есть они будут все равно цвести в массиве. Люблю, когда одного сорта, одного цвета, несколько растений рядом. И на сегодняшний день уже хорошо прямо расцвела Вероника седая. Вот посмотрите, как она сейчас красиво выглядит. Вот уже расцвели цветы, набрали цвет. Показывала вам еще ее на стадиях бутонов. Вот такая красавица, очень легко укореняется. Вот если вы разводите или приобретаете, не набирайте сразу много, отрывается просто веточка. Эта веточка закапывается в землю и великолепно черенкуется вот в любое время года. Я ее и весной, и даже летом пересаживала, вот так отрывала веточки. И все варианты были достаточно успешные. Еще расцвел у меня массив, такая полянка. В прошлом году тоже завела цветы. И не знаю название, дорогие подписчики, напишите мне в комментариях. Вы мне часто подсказываете, когда я не помню или не знаю какое-то растение. Вот кто в курсе, буду вам очень признательна. Вообще люблю растения вот с такими мохнатыми седыми листиками. Красиво смотрится, а здесь получается такой просто бешеный контраст, такой спокойный, мягкий серый цвет самого куста и такой просто розовый, яркий, насыщенный цвет самого вот цветочка. Красиво смотрится. Знаю, что это растение стоит тоже один раз завести, и оно будет расти, сеяться, и многолетник, и всходит. Но я люблю такие цветы-агрессоры, я каждый раз вам говорю, которые малоуходные, но цветут и очень красиво смотрятся. Показывала, но покажу вам снова свою скумпию. Она набирает массу, метелки будут еще увеличиваться. Я думаю, что буду все равно вам ее дальше показывать. Будут вот такие большие у нее красивые, как облачка, метелочки. Вот это у нее послецветие такое интересное, вот такое опушение. Не зря называют еще париковое дерево, дымное дерево. Красавица, конечно, вся воздушная. Вот сорт Young Lady, скумпия кожевенная. Вот такой красивый цвет у нее соцветий. А за моей спиной у меня растет ленкоранская акация. В одном из выпусков еще вам ее показывала без листа. И мне подписчик порекомендовал убрать. Она действительно росла вилкой. Я даже сама не понимаю, почему я об этом не подумала. Действительно мог быть разлом. Растение набирает силу. Очень тяжелые могли быть 2 боковые ветки. Вот убрала, и она очень активно прирастает веточками. Я думаю, в этом году уже будет такое неплохое деревце. Вторая моя ленкоранская акация. Очень люблю это дерево, пользуюсь своей южной зоной климатической. Вот начинает развиваться листик, листик будет увеличиваться, он будет такой большой, почти по локоть. В прошлом году я замеряла. Вот какой насыщенный, красивый цвет. И вообще ленкоранские акации – это быстрорастущая очень культура. Вот уже приросты с весны, наверное, около 50 сантиметров, и будет расти и расти еще. Совсем скоро вот уже вечереет, и она начинает уже потихоньку складывать свои веточки. Она сложит их и сложит вот каждую, вот так сложит листики, и будет вечером смотреться такими тоненькими, как будто у нее просто такие палочки свисают. Очень красивая. Она, кстати, дает такую ажурную кружевную тень. Вот у нас на юге многие растения горят на солнце, и их рекомендуется высаживать вот в ажурную тень.
Вот ленкоранская акация – это просто идеальное дерево для этой ажурной тени. И она, как все бобовые, очень хорошо еще влияет на нашу почву. Я вам рассказывала, что очень люблю болотные гибискусы. Большая у меня коллекция, уже много цветов, хочется, конечно, еще больше. Вот это бордовый гибискус, покажу его в цветении, он уже выгоняет бутоны. Но вот хочу вам показать, у меня такой интересный сюрприз от сада. Вот смотрю, а под ним очень много взошло. Вот они, малыши, гибискусы. То есть он сам сеется, опадают семена. Обратила внимание, вот под ним много, и даже на другой стороне дорожки тоже повсходили вот такие вот малыши, гибискусы. Так что вот такое плодовитое оказалось растение. В прошлом или в позапрошлом ролике показывала вам книфофию. Посадила в прошлом году 2 саженца. И вот она и детку выпустила, и уже расцвела, дала первое цветение. Конечно, цветонос еще не такой, как будет, когда куст разрастется, но все равно приятно. Уже видно цвет. Интересно, вот они, детки уже сбоку. Это вечно зеленое в нашем климате растение, оно так и зимует на листе. Третий раз уже пересадила лиственницу Диана. Теперь уже в такую густую тень. Здесь только вечером она получает солнышко. Ну, утренние лучи. Как бы место достаточно освещенное, но в тени больших ив. И вот надеюсь уже, что наконец-таки ей здесь будет уже комфортно, и она будет расти, развиваться и не будет подгорать. Расцвели уже в саду ромашки. Вот эти короткие, более карликовый сорт уже расцвел, а второй куст у меня высокий. Вот они еще стоят на бутонах. А вот за ними следом поднялся вот из земли. В прошлом году посадила интересное растение, называется ваточник. Вот когда оно расцветет, я вам покажу. Может быть, кто-то уже с ним сталкивался. Очень интересное, красивое цветочное растение. Его соцветия напоминают вот драгоценный камень, который вот выложен в оправу. Так интересно цветет. У меня один розовый и один белый куст. Смотрите, как быстро вырос, поднялся болотный гибискус. Это вот самый первый мой куст. Огромный просто, он будет выше меня ростом. Вот такие огромнейшие соцветия. Красный такой алый цвет. Уже я вижу бутончики красивые. У него лист ярко-ярко зеленый. И вот очень хорошо видны вот эти вот венки его красные. На днях совершенно спонтанно я познакомилась с одной из своих подписчиц. Кристина, привет! И у нас получилось целое садовое путешествие. Мы разыскивали одно очень интересное растение. Вот перед вами то самое растение, которое мы искали. И это дерен. Но не тот дерен, который мы так привыкли с вами видеть, который у нас распространен в живых изгородях, в садах. Это дерен Флорида рубра, Корнус Флорида рубра. Это очень интересное растение. Это небольшое дерево, может вырастать до 6 метров высотой, но растет крайне медленно. Его особенность, у него очень необычное, очень интересное и красивое цветение. Флорида рубра цветет на голых побегах, еще без листьев, рано цветет. Ярко-розовые, большие такие околоцветники, 4 лепестка. И в центре вызревает ягодка. За счет того, что лепестки – это не сам цветок, а околоцветники, цветение длится очень долго, около месяца, иногда даже дольше. Это растение, которое любит утреннее солнышко и такую полутень. Оно составляет в идеальном своем варианте подлесок. То есть любит расти в тени каких-то очень больших деревьев. И вот второй дерен, который сейчас перед вами, это Корнус коуза. Белого цвета, огромный, красивый цветок. Не цветок, а тоже околоцветники, которые смотрятся как великолепный, размером с магнолию, прекрасный цветок, очень красивый лист. Оно в грунте наберет силу, лист будет даже более темного цвета.
Вот корнус коуза цветет с листом. У него очень красиво смотрится цветение, когда внизу вот такие веточки, листики свисают вниз, и растет оно ярусно сюда, сюда. И вот каждая ветка будет потом покрыта этими прекрасными белыми цветами. После обильного и продолжительного цветения корнус коуза вызревает ягодки. Ягодка съедобная. Вот, кто пробовал, говорят, очень вкусная, внешне похожа на личи, красного цвета и смотрятся очень обильно свисающими такими гроздьями. То есть дерево, оно нарядное всесезонно. Осенью лист становится ярко-красного цвета. И сама структура дерева тоже очень красивая, очень интересная. Вот такое вот интересное, прекрасное растение. Ребята, за его зону зимостойкости читала, что у него зона 6-9. Ну, то есть, в принципе, он в моей 7-й зоне должен прекрасно себя чувствовать. Заводчица сказала, что ветра не боится. Вот будем сажать, проверять. И вот у меня еще 3 новых жителя сада, 3 новинки. Перед вами сейчас тис Давид. Его мне подарила Кристина, это был сюрприз. Вот он будет расти у меня в саду и радовать, напоминать о нашем с ней знакомстве. Еще приобрела очень интересную лиану. Это аристолохия. Очень красивая. Ствол у нее одревесневает. На юге предпочитает полутень. Очень красиво развивается при укоренении большой лист. Вот такая красавица. Цветет тоже очень интересно. Вот кому интересно, посмотрите. Но лиана более южная. Я даже, честно говоря, встречала в обзорах, что она растет и в Питере, и в Подмосковье. Ну, я не знаю, может быть, укрывают ее на зиму. Вот такая красивая лиана. Это сейчас листик маленький, он будет больше ладошки, такие прямо большие сердечки, лопухи. Даже внешне чем-то немножко напоминает листик церсиса. А вот эта красавица перед вами сейчас с такими большими лаковыми листьями. Это лавровишня. Это вечно зеленое растение. Это высокий сорт, будет большой, такой огромный куст. Его можно будет, в принципе, стричь, формировать, либо отпускать в вольное плавание, кому как больше нравится. Красивое растение, выращенное, акклиматизированное уже в нашем климате. Такая красотка. Ну а куда буду сажать и как я это сделаю, покажу вам уже в следующем ролике. До встречи в саду!